Всем здорово, чуваки! Как вы могли уже заметить, на нашем канале начали недавно появляться шортсы. Мы делали, короткие нарезки из прошлых видеороликов, где мы заливали свинец в какие-либо предметы, например, в арбуз или в лед, или еще куда-то. Так вот, мы подумали, если эти шортсы набирают так много просмотров, то почему бы нам не сделать большой целый выпуск? Но на этот раз мы не будем брать какой-то один предмет и заливать туда свинец. Мы возьмем несколько предметов, с которыми, мне кажется, реакция будет очень интересна. Поэтому давайте я вам их сейчас покажу. Ну а предметы у нас следующие. Мы взяли пластилин. Мне вот очень интересно, что с ним произойдет. Я думаю, что он по-любому расплавится, но что будет, когда свинец остынет, остается только загадкой. Но дальше мы взяли еще вот такой вот предмет. Я думаю, возможно, вы знаете, что это слайм. Как видите, он очень разноцветный, очень красивый. И что будет происходить, если сюда будет заливаться свинец, тоже очень интересно узнать. Ну, мне кажется, никто такого еще не делал. Ну и также мы еще взяли вот такие вот арбизы. Под прошлым роликом с маслом кто-то писал, что это нифига не арбизы, хотя это очень похоже на арбизы. И как вы знаете, если арбизы кинуть на раскаленную сковородку, они начинают свистеть, визжать, и это очень прикольно. Но что если залить их свинцом? Будут ли они также свистеть, и вообще какой будет звук, и что вообще будет происходить? Также у нас есть еще забытая, наверное, уже всеми игрушка, это попыт. Если сюда залить свинец, возможно, он приобретет форму попыта, и это будет, наверное, прикольно смотреться. Тоже очень интересно узнать. Ну и под конец мы взяли попкорн. Самое, что нам интересно узнать, это вот что с ним произойдет. Он раскроется или не раскроется, какой будет запах, как он поджарится, ну и так далее. Я думаю, что не только нам это будет интересно, но и вам. Поэтому пока вы смотрите этот ролик, вам нужно срочно поставить его на паузу, спуститься под это видео и нажать на красную кнопку подписаться. Но если вы подписаны, вы красавчики. И лайк не забудьте внизу, это очень важно. Ну а первое, с чего мне хочется начать, это с пластилина. Давайте для начала его вытащим и сомнем в один большой пучок. Для того, чтобы мы залили все это равномерно свинцом, давайте все это слепим вместе, как можно тщательнее. Тогда все получится, я думаю, замечательно. Очень твердый пластилин какой-то, блин. Надо его разогреть свинцом как следует, я уверен. Ну, шар из пластилина у нас, в принципе, готов. Но вы, наверное, задались вопросом, как вы будете заливать свинец? Прямо на пластилин, что ли? Ну, на самом деле, да. Но для этого нам еще нужна будет форма, в которой будет находиться пластилин, для того, чтобы свинец никуда не вытек. Мы будем использовать форму из силикона, потому что температура ее плавления 480 градусов, а температура плавления свинца 327 градусов. Ну и, в принципе, значит, нам подходит. А плавить свинец мы будем при помощи вот такой вот металлической конструкции, которая стоит на деревянной подложки специально для того, чтобы не испортить наш стол. Также у нас есть металлическая емкость, в которой мы и будем разогревать свинец. Ну а при помощи горелки мы будем его плавить. Закидываем свинец в нашу емкость. Это 5 грузиков рыболовных по 200 грамм каждый. Остается только включить горелку и начать плавить наш свинец. Но для начала нам нужно надеть респиратор и открыть окно. Так, ребята, свинец расплавился. Он очень жидкий. Так, единственное, о чем я забыл, это сделать вот такую вот, как сказать, нагиб, для того, чтобы спокойно его плоскогубцами выливать. Но я сейчас это сделаю и так. Все, готово. На счет 3. Раз, два. Заливаем в пластилин. Ни в коем случае не советую никому повторять увиденное. Дома этого делать нельзя. У нас здесь открытые окна, все максимально, чтобы все проветривалось. Это очень опасно, но ради вас мы это делаем. Раз, два, три. Фу, воняет, капец, блин. Но воняет это точно пластилин, потому что запах совсем другой. Когда мы плавили свинец, у нас почему-то пахло рыбой очень сильно. Воняло рыбой прям жестко. Возможно, потому что у нас это баночка от рыбы. Давайте сейчас подождем, пока остынет свинец, и посмотрим, что произойдет с нашим пластилином. Ребята, наконец-то у нас все остыло, вы только гляньте, какой некрасивый узор получился. Это что вообще такое, блин? Мне нравится силиконовая форма, кстати, тем, что ее можно легко снять. И посмотреть на это. Это что за свинцовый панкейк? Ой. Мы сделали какой-то... Слушай, смотри, как красиво там. О, смотри, какая капелька здесь красивая. Получается, что свинец залился по краям и расплавил в центре пластилин. Смотря на это, такое ощущение, что внутри была просто какая-то гуашь или какая-то краска, я не знаю. Ну, честно говоря, такое себе, согласитесь. Я ожидал чего-то более интересного.
Но минус, конечно, того, что мы не можем дальше использовать этот же свинец. Посмотрите на него, блин, он смешался с пластилином, и теперь не пойми что, как это вообще переплавлять теперь заново. Но ничего страшного, у нас есть еще свинец, мы подготовились. Ну а следующее, что мы возьмем, это попыт. Я, честно говоря, думал, что он сделан из силикона, но тут написано, что это ПВХ. Получается, что температура плавления свинца, она расплавит просто этот попыт. Ну хотя вдруг нам повезет и не расплавит, и сделаем нормальную форму попыта из свинца. Давайте посмотрим. О май гербл. Какой он приятный. Ладно, мы сюда не играть пришли, а заниматься экспериментами. Я думаю, для него формочка у нас не нужна, она сама как форма. Какую сторону будем взрывать? Эту или вот эту? Вот эту, да. Вот эту. Этот свинец мы соскребли со стола и закинули его сюда. И добавляем еще грузики. Думаю, хватит. Так, ребята, ну что ж. Горелка, хватит гореть. Свинец расплавился, можно заливать. Как вы думаете, получится ли у нас форма из попыта? Вот тоже не знаю. Мне почему-то кажется, что попыт расплавится сейчас. Раз, два, три. Слушайте, походу получается. Мне кажется, реально сделать форму из попыта. Но осталось только подождать и посмотреть. Ну что, ребята, свинец уже холодный, могу его очень легко трогать. И самое это интересное, получилось ли у нас вот эта вот формочка из свинца или нет. Давайте для начала перевернем, покажу вам, что там внутри. Сами еще не видел другую сторону этого попыта. Мы сейчас все вместе с вами увидим впервые. Погнали. Раз, два. Смотрим. Оу, он не расплавился. Почему-то я думал, что будет иначе. Свинец растечется, переплавит этот весь ПВХ и все. И от попыта просто ничего не останется. Какие-нибудь кусочки и все. Но давайте сейчас посмотрим на сам свинец под этим попытом. Раз, два, три. Слушай, прикольно. Реально попыту ничего, смотрите. Он до сих пор функционирует, как и до этого. Ну, такое ощущение, как будто он стал немножко тоньше. Ну, вы посмотрите на это как это, знаете, формочка для вафель. Или, да, форма для пельменей. Даже трогать прикольно, он прям такой глянцевый какой-то. И он вот так вот еще у нас разделяется, смотрите. Сейчас, секунду. Вот. О, это на самом деле очень прикольно выглядит. Я не ожидал, что будет настолько интересный результат на самом деле. Ну и плюс, если вы рыбак, вы можете реально вот эти вот шарики разделить на грузики, вот так вот нарезать, и все, и у вас будут одинаковые грузики. Ну, считаем, что это какой-то типа лайфхак. Давайте перейдем к следующему. Так как следующий предмет у нас слайм, как вы знаете, он имеет влажность, поэтому свинец сейчас будет более опасным, то есть он может в любую минуту просто выплескиваться наружу. Это будет как извержение вулкана. Ну и также возьмем силиконовую форму для того, чтобы свинец ее не прожег, и сейчас заполним ее слаймом. Открываем пробочку. Ой, какой он прикольный. Почему-то в баночке казалось, что он более жидкий, но здесь, вот смотрите, прикольный. Неудобную банку, блин, сделали вообще. Пальцы не влезают. Ага, я думаю, столько хватит. Из-за своей опасности мы не будем заливать много свинца, поэтому возьмем, ну, пару палочек от нашего попыта. Кидаем в банку. Хочу вам напомнить, что у нас здесь максимальный сквозняк, насколько это возможно. Все окна открыты. Мы из этого помещения выходим, когда свинец плавится, чтобы этим всем не дышать. Поэтому давайте продолжаем. И, кстати, ни в коем случае не нужно повторять то, что мы делаем, потому что мы делаем это только ради контента и ради вас, дорогие зрители. Поэтому все страхи и риски мы берем на себя. Уходим. Итак, ребята, что у нас? Готов свинец. Немножко сыкотно, конечно, но я буду делать это постепенно. Раз, два, поехали. Опа, 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 опа. Страшно, блин. Там все кипит нахрен. Я боюсь, что оно лопнет сейчас. Вроде бы остыло уже. Очень сильно было страшно на самом деле. Я не знал, чего ожидать, потому что как-то давненько я заливал свинец в лед, и в какой-то момент он просто начинал закипать и просто как вулкан взорвался. И вот здесь вот могло произойти то же самое, но
Нам повезло, по всей видимости. Давайте сейчас подождем, пока свинец остынет, и посмотрим потом, что внутри этого слайма. Итак, смотрите, свинец уже остыл. Видите, я держусь, и все нормально, он не горячий. Но самое интересное, это что сейчас внутри слайма, какая там фигура, как он вообще залился. Вот это очень интересно узнать. Блин, как я рад, что мы взяли силиконовую форму. Так легко это все вытаскивать, вообще круто. Фигура все-таки есть. Я не знаю, на что это похоже, на какое-то дерево, скорее всего. Смотрите, я почистил свинец от слайма. Это было, конечно, очень сложно, но смотрите, какая фигурка интересная получилась. Мне кажется, это похоже на какой-то замерзший водопад. Здесь озеро. Ну и выглядит это действительно футуристично на самом деле. Или это какой-то фрукт с большим листком, знаете. Ну а как думаете вы, на что это похоже? Напишите внизу в комментариях. Пока что это самая интересная фигура, которая когда-либо у меня получалась, когда я заливал, например, свинец в кроссовок, или в арбуз, или в лед. Но это хотя бы хоть на что-то похоже. Но мне кажется, что будет гораздо интереснее, если мы зальем свинец в арбизы. Ребят, называйте как хотите, но на мой взгляд это, по-моему, действительно арбизы. По крайней мере, это очень похоже на арбизы. Открываем упаковку, я вам сейчас наглядно покажу. Вот смотрите, берем арбиз. О, пахнет так как вкусно. Ароматизатор. Смотрите, я его могу сдавить очень легко. Точно так же сдавливается обычный арбиз. Ладно, давайте зальем сначала эти арбизы в нашу форму. Смотрите, какие некрасивые, капец, как жемчужины какие-то, прям стеклянные. И как вы помните, я вам говорил, что при высокой температуре они начинают свистеть или визжать. Мне очень интересно узнать, какой звук будет сейчас. Кладем две оставшиеся формы от попыта. Ставим. И уходим, ждем. Все, ребята. Как я рад, что свинец быстро плавится. Так, все, готово. Раз, два, погнали. Страшно. Я только из-за влаги переживаю, что она может резко бахнуть. Давайте дольем остатки. Она в какой-то момент начала сильнее шипеть, просто мне напрягло это. Единственное, что я думал, что арбизы будут свистеть, потому что на сковородке они свистят. Я не знаю, почему так не произошло. Блин, тоже же раскаленный металл получается. Давайте сейчас подождем немного и посмотрим, что у нас получилось, какая фигура. Ребята, конечно, ничего не произошло, когда я заливал свинец в арбизы, но я надеюсь, что фигура здесь получилась очень крутая, очень прикольная. Так, давайте высыпаем, наверное, это все. Оу, это похоже на соты. Так, давайте я выковырю сейчас и покажу, как это выглядит. Вы только гляньте на эту фигуру. Очень похоже на какой-то, не знаю, муравейник внутри, либо обглоданный маффин, либо лунный камень. Но, честно говоря, мне просто фигура нравится больше. А какая понравилась больше вам, напишите в комментариях. Но самое интересное будет сейчас с попкорном, потому что у него не будет какая-то интересная фигура, я думаю, но зато очень интересно узнать, раскроется ли он. Этот попкорн мы будем также засыпать в нашу силиконовую форму. И что же с ним произойдет, сейчас увидим. Но этого мало, как раз 2 пачки нам достаточно. Во! Как раз, отлично. Ну что, остается только разогреть свинец и наливать. Все, ребята, выключаем горелку. Скорее, 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 скорее. Свинец максимально горячий, расплавился уже. Раз, два, погнали. Ну, что-нибудь приготовится, нет? По-любому должно. О! Он готовится. Они внутри лопаются и начинают вытеснять то, что находится сверху. Прям запах такой. Попкорном пахнет так вкусно. Ребята, это необычный способ приготовления попкорна. Конечно, очень опасный, но есть его точно не буду, потому что это небезопасно, так как там все со свинцом перемешалось. Но факт того, что это приготовится, это на самом деле так.
Итак, свинец подостыл, хотя немножко тепленький еще. Что у нас там происходит? Попкорн раскрылся, как мы видим, смотрите. Вот он, кусочек, смотрите. Беленький, красивенький. Пахнет еще очень вкусненько. Прям класс. Давайте посмотрим, что дальше. Много попкорна подгорело, очень черный. Ну, в основном, я так понимаю, что попкорн раскрывался внутри свинца, либо где-то с краю. Посмотрите. Вот тут раскрывался попкорн. Вот здесь раскрывался. Здесь. Ну, видимо, сама масса свинца не дала ему просто раскрыться. Ну а в целом нижняя часть выглядит нереально красиво. Посмотрите. Если бы это была прям плоскость такая ровная, было бы реально круто. Ну а так, я так думаю, что мы не сможем выковырять весь отсюда попкорн. Это будет очень сложно, его здесь очень много. Но это опять же напоминает какой-то муравейник. Что-то похожее с арбизами, потому что их также было очень много. Вот, но выковырять его нереально вообще. Но факт в том, что мы ответили на свой же вопрос. Возможно ли при помощи расплавленного металла приготовить попкорн? И как видите, это на самом деле возможно. У нас вот есть все доказательства этого. Так что, ребята, если вам понравился этот ролик, ставьте много-много лайков внизу под этим видео. И всем пока.